Кто на самом деле управляет вселенной Ханкая? На первый взгляд ответ очевиден – эоны. Мы привыкли считать их главными богами, вечными сущностями, чьи пути незыблемы законами мироздания. Но что если это лишь видимая часть картины? Что если сами эоны – всего лишь тени, отбрасываемые истинными творцами вселенной? На протяжении многих лет разработчики оставляли для нас подсказки. В этом видео мы соберем их вместе. Мы разберем все, что известно о скрытых богах вселенной Ханкая, и, опираясь на факты, сплетем все ниточки в одну стройную теорию, чтобы ответить на главный вопрос – кто он, настоящий создатель? Идея о высшем создателе не нова, но она приобретает особый вес, когда о ней говорят самые блестящие умы вселенной. Есть два ключевых свидетельства в пользу существования высшего творца, и оба исходят от членов общества гениев. Первое свидетельство от Ликурга. Он прямо упомянул создателя, для которого эрудиция – это нечто естественное, как родной язык. Но Ликург раскрывает нам нечто еще более важное. Он утверждает, что эоны и пути – это не первопричина, они всего лишь тени от неизвестного источника. Чтобы объяснить эту идею о тенях, Зандер использует известную философскую аллегорию – миф о пещере. Представьте себе людей, прикованных внутри пещеры. Они видят лишь тени на стене и принимают их за реальность. Но если один из них выберется наружу и увидит настоящий мир, залитый солнцем, он познает истину. Эта аллегория – идеальная метафора для нашей теории. Эоны и пути – это тени на стене, а Зандер – тот, кто, возможно, вышел из пещеры и узнал об истинном Создателе и настоящем порядке мироздания. Второе свидетельство мы получаем от Скрюлума. Он занимался фундаментальным вопросом – происхождением неорганической жизни. И исследования привели его к теории, что за всем должен стоять некий Создатель. Мы видим четкую закономерность. Два величайших ума во Вселенной, независимо друг от друга, приходят к одному и тому же выводу. Это позволяет нам утверждать, что теория о Создателе – это не просто фанатская догадка, а серьезная научная гипотеза в лоре Ханкая. И эта, казалось бы, абстрактная теория находит дополнительное подтверждение в сюжете на Амфареусе. В диалоге с администратором Ликургом первопроходцу предлагают возможность эволюции – стать непревзойденной сущностью. Задумайтесь вот о чем. Ликург говорит о некой непревзойденной сущности, но ни разу не упоминает слово «эон». Почему? Ведь это было бы самым простым и понятным объяснением. Однако он намеренно избегает конкретики. Словно эта сущность, стать которой он предлагает, это нечто совершенно иное и, возможно, более высокое по своей природе. Ключевой же момент здесь – дополнительная ремарка самого Ликурга. Он прямо говорит о том, что наши знания о путях крайне ограничены. Именно это позволяет сделать важный вывод. Зандер обладает куда более глубоким пониманием Вселенной, чем остальные. Его слова об эонах, как тенях, и о неполноте знаний ясно указывают на одно – впереди нас ждет полное переосмысление устройства мироздания. И это не просто догадки. Эту идею подтверждают и сами разработчики. Давайте вспомним интервью с Шаоджи, ведущим сценаристом вселенной Ханкая. Во время коллаборации Ханкай Импакта и Старрейла он дал интервью. В нем писатель прямо сказал, что тайна эонов будет раскрываться постепенно, и сейчас игрокам известна лишь малая ее часть. Но были ли намеки на это где-то еще, помимо взгляда двух членов общества гениев? Ответ – да. Все эти чеховские ружья, намеки на создателя и непревзойденных сущностей начали появляться задолго до нашего путешествия на экспрессе. Их исток – другая игра вселенной Ханкая – Ханкай Импакт. Именно там, в самых ранних текстах лора, мы встречаем неких великих сущностей. В Ханкай Импакт они известны под конкретным именем «Наблюдатели». Первое появление наблюдателей в сюжете случилось очень давно, более 9 лет назад, в визуальной новелле «Антиэнтропия». В этой истории ученый Эдисон для защиты Нью-Йорка использует неизвестную силу. Силу, которая не принадлежала к той же системе, что и Ханкай. В этот момент она вступает в контакт с загадочным существом. Оно появляется и в странном образе, в виде банкноты с портретом Бенджамина Франклина. И этот Франклин сразу же поясняет, он не высшая сила, он лишь одно из созданий настоящего наблюдателя. Франклин раскрывает пугающую природу своих хозяев. Он говорит, что наблюдатели не могут игнорировать аномалии на Земле. Однако их действия абсолютно непостижимы для людей, а выживание человечества не имеет для них никакого значения. Интерес представляет лишь колебания и рябь внутри Вселенной. Когда такие существа предлагают силу, цена всегда абсолютна. Платой для Эдисон стало ее собственное будущее. Каждый возможный путь, каждая вероятность – все это было стерто.
Иными словами, существо, у которого она позаимствовала силу, способно буквально уничтожить само будущее человека в обмен на кратковременное могущество. Следующее же упоминание наблюдателей мы находим в финальной арке сюжета Ханкай Импакта. Это происходит в момент, когда человечество Земли спустя миллионы лет наконец сумело обнаружить кокон конца. Здесь их описывают как сущности из высшего измерения. Они наблюдают, но никогда не вмешиваются. Чтобы объяснить этот принцип, в сюжете используется очень точная китайская идиома. Ее можно перевести как «натянуть лук, но не спустить стрелу». Эта фраза описывает того, кто полностью готов к действию, но сознательно от него воздерживается. В то время многие игроки предположили, может, эти наблюдатели просто эоны, которые следят за Землей. На первый взгляд теория кажется правдоподобной, но она рассыпается при первой же проверке фактами. Согласно сюжету, эоны никогда не обращали внимания на Землю, а наблюдатели, наоборот, проявляли к ней пристальный интерес. Они не просто следили за поисками кокона конца землянами, но и, как мы помним, наделили силой Эдисон. А теперь мы подходим к самому важному – к истории персонажа по имени Су и сюжету из манги «Второй ключ». Су посвятил свою жизнь поиску способа победить Ханкай. Для этого он просматривал бесчисленные миры Древа Мнимости. В финале манги его поиски заканчиваются в особом месте. Там он встречает высшую сущность. Она делает ему предложение – раскрыть вселенскую истину, знание, что стоит выше самого Ханкая, в обмен на одно условие – победу в человеческой игре. Как и в прошлом случае, многие игроки решили, что эта сущность, встреченная Су, один из эонов. Но стоит только взглянуть на детали этой встречи, как теория начинает трещать по швам. Эта сущность вела себя абсолютно не как эон. Посудите сами. Она жаловалась на скуку. Она предлагала знание, которое, судя по всему, стоит выше путей и Ханкая, и предложила сыграть в простую человеческую игру, что абсолютно не вписывается в известные методы взаимодействия эонов с миром. Но давайте обратим внимание на мысли Су прямо перед этой встречей. Он размышлял о некоем вопросе, ответ на который он готов был искать даже после смерти. На первый взгляд кажется, что этот вопрос о победе над Ханкаем. Но именно то, как Су размышляет об этом вопросе, заставляет усомниться, словно речь идет о чем-то совершенно другом. Что если Су искал способ не только победить Ханкай, а ответ на другой, более фундаментальный вопрос? Что если он, как и гений, Зандер и Скрюлум, пришел к выводу, что у Вселенной есть Создатель? Чтобы понять финал истории Су, нужно обратиться к главному источнику вдохновения персонажа – буддизму. В этой философии есть понятие паринирвана. Это конечная цель для просветленных. Не просто место, а состояние, в котором они окончательно разрывают цепь циклических перерождений и постигают истинную природу Вселенной. И если посмотреть на это под таким углом, все становится на свои места. Возможное особое место, куда попал Су, это и есть паринирвана Вселенной. А наблюдатели — это не боги в привычном смысле слова, а те, кто достиг этого высшего состояния просветления, осознав вселенскую истину и суть бытия. Что самое важное, история Су еще не закончена. Разработчики помнят о нем. Недавно нам рассказали о его нынешнем состоянии, хотя и самая главная тайна так и осталась нераскрытой. И хотя земной путь Су завершен, именно финал его истории является одним из пазлов в нашей теории. Физическое тело Су погибло, но его сознание продолжает жить. Он перешел на совершенно новый уровень бытия и, вполне вероятно, стал тем самым наблюдателем. Он видит мир из иного, высшего измерения, но цена за это знание – вечное бездействие. Все, что ему остается – это смотреть. Су обрел парадоксальную способность. Он может видеть все течение времени – прошлое, настоящее и будущее. Но будущее для него – лишь туман из возможностей. Чтобы объяснить это, он использует простую аналогию с коробкой, что является отсылкой к квантовому парадоксу. Представьте, что будущее – это не одна дорога, а миллион расходящихся тропинок. Для Су они все видны, но скрыты за туманом. Но стоит ему сфокусироваться и четко разглядеть одну из тропинок, все остальные тут же навсегда исчезают, стираются из бытия. Его взгляд буквально цементирует реальность. Именно поэтому Су не смотрит в будущее напрямую, он лишь осторожно вглядывается в него, ощущая редкие колебания и смутные возможности, чтобы не уничтожить свободу воли людей. Ведь если он увидит будущее, оно станет предрешенным. И вот здесь все сходится. Что наблюдатель сделал с Эдисон? Он сокрушил ее будущее в обмен на силу. Эта способность стирать будущее и есть то, что напрямую связывает Су с наблюдателями. Он либо один из них, либо очень близок к этому состоянию. Однако Су не совсем беспомощен.
Он может совершать ограниченные, односторонние вмешательства в реальность. Его сдерживают так называемые цепи кармы, закон, который не позволяет ему слишком сильно влиять на мир. И раз уж мы заговорили о таких важных фигурах в лоре Ханкая, хочется поделиться планами на будущее. Сейчас готовится к созданию большой часовой фильм, посвященный предыстории Кевина Косланы. Поддержать его создание и напрямую ускорить выход можно на Boosty, где уже открыт сбор. В благодарность все подписчики получают 2 ключевых бонуса: ранний доступ ко всем новым видео и доступ к самым разным материалам по лору Ханкая на месяцы раньше. Все ссылки в описании и в закрепленном комментарии. А теперь вернемся к нашей основной теории. Есть еще одно очень веское доказательство божественного статуса наблюдателей. Оно скрыто в самом языке игры. В оригинальной китайской версии для наблюдателей используется особое местоимение «та». Это местоимение применяется исключительно для божеств и высших сил. Именно так, например, в тексте говорят об эонах. Это прямое указание на то, что мы имеем дело не со случайными наблюдателями, а с сущностями божественного порядка. Их божественный статус подтверждают и другие детали сюжета. Во-первых, слова Франклина о наблюдении за 11-мерным пространством. А во-вторых, история Су. Она показывает, насколько глубоки должны быть их познания о всей Вселенной. Есть и еще одна подсказка, спрятанная на самом видном месте. Она находится в описании об эйдолонах персонажей. Там говорится следующее. Возможность существования наблюдателей. Когда люди ступают на свой путь, эти возможности в конечном итоге сливаются в единую сущность. То есть сама игровая механика намекает. Раскрытие всего потенциала – это процесс, за которым кто-то наблюдает. Или даже больше, которому кто-то ведет. Прежде чем мы подведем окончательный итог, давайте проясним еще пару моментов и разберем популярные, но противоречивые теории. Во-первых, в лоре действительно есть свой наблюдатель – Эон Терминус. Но наблюдатели, о которых говорим мы, это не он. Терминус – это один эон, одиночка, движущийся из будущего в прошлое. А наши наблюдатели – это целая отдельная группа высших существ. Во-вторых, популярная метатеория. Что если наблюдатели – это мы, игроки? Ведь мы тоже смотрим на этот мир со стороны. Эта идея интересна, но, увы, сама игра ее опровергает. Наблюдатели – это существа, прописанные в самой вселенной игры. Они существуют внутри нее. Так что речь и не об игроках. Итак, давайте соберем все нити воедино. В основе нашей теории убеждение 2 гениев в том, что над всем стоит Создатель. Эту идею подкрепляет теория Зандера о пещере, где эоны и пути всего лишь тени. Ее подтверждают и слова Ликурга. Он намекал на сокровенные знания о путях и называл Амфореус вселенной в миниатюре. Эта идея о Создателе идеально ложится на историю Су. Высшая сущность пообещала ему вселенскую истину. Вполне возможно, что эта истина и есть знание о настоящем Создателе. Сама же эта сущность, как мы выяснили, принадлежит к наблюдателям. Это особые существа, которые следят за 11-мерным пространством. Словно натянутый лук, они всегда готовы к действию, но никогда не спускают стрелу. И судя по историям Эдисон и Су, мы можем сделать еще один вывод. Эти наблюдатели способны видеть все течение времени во Вселенной и порой даже влиять на него. А теперь давайте поразмышляем, к чему все это может привести. Возможно, поиски истины о Создателе станут главной сюжетной линией для первопроходца на пути эрудиции. Это логично подводит нас к Скрюлому, который уже верит в эту идею. Вполне вероятно, что его личный сюжет будет посвящен именно поиску этой вселенской истины. И вот тогда, когда первопроходец узнает правду о Создателе, произойдет неизбежное. Это знание станет тем самым ключом, который заставит Нус, эона эрудиции, обратить на него свой взор. Конечно, все, что мы сегодня обсудили, лишь теория. Это пазл, который мы собрали из фрагментов лора 2 игр. Возможно, мы просто ищем глубинный смысл там, где его нет. Только время покажет, насколько верной окажется наша теория. И вполне вероятно, что уже следующие главы сюжета на Амфореусе либо полностью ее опровергнут, либо дадут нам новые, еще более весомые доказательства. Но слишком уж много деталей складываются в единую картину. К тому же, через все игры Hoyoverse красной нитью проходит одна тема – борьба человечества за свободу и свое будущее. Идея о финальном сражении, которое объединит несколько игр, это не просто фантазия. Об этом прямо говорил сам Шаоджи. Он подтвердил, что сюжетные линии Ханкай Импакта и Стар Рейла в будущем пересекутся. Сейчас разработчики ищут способ сделать это самым правильным образом, ведь у сюжета каждой игры пока свой отдельный путь. Кроме этого, эта теория хорошо вписывается в саму модель игр от Hoyoverse. Чтобы удерживать интерес игроков, сценаристам рано или поздно приходится повышать ставки.
мы уже видим эту эскалацию. В Honkai Impact сюжет был сосредоточен на одной планете. В Star Rail масштаб сразу вырос до целой вселенной. Логично предположить, что однажды в одной из следующих игр ставки поднимутся еще выше. Конфликт с создателем идеально вписывается в эту модель. И этот конфликт не просто вопрос масштаба. Он, возможно, предопределен самой сутью человечества. Как однажды сказала Вил Ви, «Никто не сможет предсказать, восстанет ли творение против своего Творца, не так ли? Ведь если бы человечество было создано Богом, он бы и не подозревал, что величайший дух людей – это воля бросить вызов своему Создателю». А что вы думаете об этой теории? Согласны ли с выводами или видите эту историю совсем иначе? Поделитесь своим мнением в комментариях, будет очень интересно почитать. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, и не забудьте посмотреть другие ролики по подсказкам на экране. Поддержать же выход новых выпусков можно донатом или подпиской на Boosty. Спасибо за просмотр.